находимся на сайте I-94 формы. Вкладка Get Most Recent I-94. Получить самую последнюю версию I-94 нажимаем. Здесь идет общая информация о том, какие действия здесь предпринимаются и прочее, что вам должно быть 18 лет и старше. Я все понимаю и принимаю к сведению. Форма, видите, очень короткая. Здесь всего лишь нужно писать свое имя. Пусть будет Анастасия, пусть будет какая-нибудь Юсенко. 11. Дата вашего рождения. Здесь указано, что дата идет первой. Поэтому, пожалуйста, внимательно вводите данные, чтобы не было ошибок. Какого-нибудь 82 года рождения. Document number, ну пусть будет такой. Страна гражданства, которой вы имеете, это Украина. И все, и нажимаете Next. Здесь, естественно, такого человека не будет, но если бы он был, у вас бы вышла форма, которая бы выглядела приблизительно так. Если найду, вам покажу. Ее нужно Save и Print распечатать. Все, задача выполнена. Итак, мы с вами находимся в форме подачи на Social Security Card. Вы сможете ее скачать по указанной ссылочке внизу. Я здесь уже заполнила, поэтому просто объясню, что мы здесь записывали. Итак, то имя, которое будет показано на карте. Если вы подаете за себя, значит, вписывайте свое имя и свою фамилию. Если подаете за ребенка, которому еще нет 21 года, то имя ребенка и фамилию ребенка. Здесь спрашивается, было ли другие у вас имена. Ну, допустим, вы однажды сыграли свадьбу и взяли фамилию мужа, поэтому вот мы представили, что наша Анна Король раньше была Анна Золото. Social Security номера раньше она не имела, потому что она впервые приехала в Соединенные Штаты. Место ее рождения Киев, Украина. Дата ее рождения 01.01.1985. Напоминаем, месяц идет первым. Здесь мы выбираем, что вы legal alien allowed to work, если вы приехали по DT или UHP статусу. Выбираем, что ваша этническая группа не содержит испано или латинскую, и что вы относитесь к белой расе, если, соответственно, таково. Анна у нас женского пола female. Если, соответственно, вы мужчина, то выбираете male. В пункте 9 и 10 идет про ваших родителей. Под номер 1 вписываем имя вашей мамы и фамилию. И я так понимаю, что так же, как и вы, и она никогда не были в Соединенных Штатах и не имеет Social Security номера. Если, конечно, у вас иная ситуация, просто его здесь пишите. Имя и фамилия папы, и, соответственно, так, Петро Золото. И мы также отмечаем, что он никогда не был в США и никогда не имел Social Security. Здесь спрашивается, подавали ли вы когда-либо на карточку Social Security номер ранее. Я пишу нет, так как для большинства из вас вы впервые попадете в страну США, и, естественно, у вас никогда не было до того этой карты и ни разу не подавали. Сегодняшняя дата, предположим, 16 август месяц, первым числом 2023. Ваш номер телефона на всякий случай, я его здесь придумала, равно как и адрес выдуманный. Apartment 1 – это квартира номер 1, а первые 4 единицы – это номер вашего дома. Луис улица, да? Город Парма, Огайо, 44103. Кстати говоря, в районе Парма проживает, наверное, 80% украинцев, которые приехали в штат Огайо. Здесь вы распишетесь. Я лично не рекомендую ставить электронную подпись. Лучше вы распечатаете этот документ, потому что вы его в любом случае должны будете предоставить налично, так сказать. Поэтому распечатайте и поставите автограф. Если вы подаете за себя, выбираете self. Если вы подаете за ребенка, значит natural or adoptive parent. Резонный вопрос, зачем подавать на ребенка? Work authorization. Если, допустим, здесь, кстати, ребенок может работать уже даже с 12 лет, по крайней мере, это в штате Огайо. Штат от штата будет, конечно, зависеть, но с разрешения родителя небольшое количество времени ребенок имеет право работать и получать за это зарплату.
Поэтому, чтобы он официально работал, ему также потребуется Work Authorization и Social Security номер для подачи налогов. Поэтому здесь вы тогда выберете, если за него подаете, выберете второй пункт Natural or Adoptive Parent, если вы являетесь родителями. Ну а если вы какой-либо официальный представитель этого ребенка, тогда выберите этот пункт. Ну, вроде бы все вам рассказала. Если у вас останутся какие-то вопросы, задавайте внизу. Надеюсь, нигде тут ничего лишнего не сказала. Еще один важный момент, который я забыла сообщить. С вот этой распечатанной бумажечкой вы идете в ближайшую Social Security администрацию. И там вместе с этой бумажечкой и 3 первыми документами, про которые шла речь, паспорт, Alien номер и I-94 форма, вы подаете на Social Security карточку. Когда у вас все эти 4 документа будут готовы, вы берете их и отправляетесь в такую организацию, как USCRI или Catholic Charities или другие resettlement-агентства, которые помогут вам подать документы на бенефиты, но, в принципе, вы, конечно, можете всегда подать их и самостоятельно. Я об этом не говорила в своем видео про подачу бенефитов. Если захотите, посмотрите. Тут или тут оно, где-то тут оно будет прикреплено. Вы можете самостоятельно это сделать. Единственное, что бы я рекомендовала, это лично. То есть распечатайте форму, заполните ее и все-таки лично приедьте по тому адресу той каунти, в которой вы находитесь. County Job and Family Services, или как у вас эта организация называется, которая занимается выдачей всех этих бенефитов, то есть пособий по медицине, по помощи с едой и финансовая помощь. Лично туда приехать и им отдать. Либо найти имейл специальный для подачи этих документов. Но вообще рекомендую лично приехать, подать и дождаться ответа. Каждая каунти от каунти зависит, и поэтому там уже есть такие, которые в течение 2-3 месяцев делают, есть такие, которые в течение 3 дней. Поэтому буду надеяться, что вам попадется каунти, которая не очень загружена, и вы получите все свои документы и бенефиты уже в ближайший 1 месяц. У меня все. Желаю вам успехов во всех ваших